Так, ну что, давайте начинать. Давайте начнем со знакомства, потому что, может быть, с кем-то я уже работала, кто-то меня знает, а кто-то, надеюсь, видит не первый раз. Вот. Ну, начну с того, что меня зовут Анна, я проект-менеджер в Lab. Ам, Немножко опишу свой бэкграунд, чем я занималась до этого. Я работала и маркетологом, и таргетологом, в общем, разнообразный у меня был опыт. Вот, но в каждой сфере я приходила к тому, что мне больше всего нравится менеджмент и вот организовывать сам процесс. Поэтому, собственно, наверное, я и стала проект-менеджером. Хотя мне всегда, в принципе, нравилось и IT. Я даже там закончила пару курсов по дизайну даже, еще там и еще в институте изучала языки программирования. Вот, в общем, как-то вокруг да около я ходила этой сферы. Вот, и в итоге все-таки осталась в этой сфере, в этой специфике. Так, хорошо. Теперь давайте тогда приступать. Еще раз я проверю, все ли там окей. Все. Итак, сегодня у нас тема – это эффективная коммуникация в команде. Тема мне очень близка, мне она очень нравится, потому что я считаю, что действительно не надо недооценивать коммуникацию. Это очень важно в работе любой команды. И сегодня у нас по плану мы обсудим топ ошибок в коммуникации, да, которые мы можем делать. Также рассмотрим стратегии поведения в конфликтных ситуациях, да, и в конце еще рассмотрим способы улучшения взаимодействия и общения в команде. Вот, я надеюсь, вам это будет полезно и интересно. Если будут какие-то вопросы, то мы их обсудим уже в конце. Сейчас я пока что расскажу то, что подготовила. Итак, начнем мы с того, что каждый из нас, да, каждый день коммуницирует с людьми в рабочем процессе, и я бы хотела для начала обратить внимание, что это за люди. Итак, первое – это наши коллеги. Да? Здесь я бы, наверное, уточнила, что это наши коллеги по цеху. Да? Например, если вы дизайнер, то вы общаетесь с дизайнерами, вы там обсуждаете какие-то последние там, новинки, тренды, тенденции, да, там, может быть, какие-то ваши успехи. Вот. То есть происходит такая базовая, минимальная коммуникация. Дальше это менеджмент коммуникация. У каждого из вас есть project менеджер, да, на проекте, который руководит им, который помогает вам, который общается с клиентом и, соответственно, передает вам информацию. Вот таким образом происходит уже у нас вторая коммуникация. Дальше я выделила отдельно это sales отдел, потому что, возможно, разработчики, там, дизайнеры не настолько часто с ними общаются, но мы, как project менеджеры с ними коммуницируем немножко больше. Вот. И последняя наша коммуникация – это клиенты. Конечно же, это очень важная коммуникация для проекта, потому что мы собираем все требования, все видение у нашего клиента, о его проекте, о его продукте. И очень важно нам ее наладить, быть в дружеских, доверительных отношениях, да, что, соответственно, потом влияет и на доверие к нашей работе, к нашему результату. Так. Но, учитывая все эти виды коммуникации, мы можем понять, что между нами есть различия. И вот это очень важно, потому что различия в команде, они очень сильно будут влиять на наше общение. И первое наше различие будет – это наша квалификация. Давайте задумаемся о том, что каждый из нас уже
ну, может быть различного уровня квалификации. Кто-то может быть уже там тим-лидом, вот, кто-то middle специалист, а кто-то еще только junior, он только начинает. Вот, поэтому квалификация, конечно, соответственно, будет влиять на наше общение, да, на те термины, которые мы употребляем. У кого-то больше опыта, у кого-то меньше опыта. И, соответственно, вот это будет влиять на наше общение. Дальше мы выполняем разные обязанности. И вот здесь очень важный фактор того, что, смотрите, например, у нас есть бэкэнд-специалисты, есть фронтенд-специалисты, есть UX, UI дизайнеры, да, и каждый из них выполняет свои обязанности, да, но эти специалисты между собой должны коммуницировать, потому что UX, UI дизайнер, он там придумал какую-то классную идею, вот, показал ее на дизайне, но, допустим, разработчику, да, там, фронтенд специалисту или бэкэнд специалисту, может быть, не до конца понятно, какую же идею этот специалист туда вложил, что он хотел там показать, вот, и, может быть, у него там вообще другое видение этого, ну, реализации. Поэтому эти люди тоже между собой коммуницируют, и в силу своих разных обязанностей это тоже уже другой вид коммуникации и достаточно интересный. Вот. Далее мы рассмотрим все эти моменты. Итак, на что еще надо обратить внимание, это на опыт. У нас у каждого есть свой опыт. Как мы изначально сказали о том, что у нас есть разная квалификация, да, кто-то там middle специалист, кто-то junior, и вот так вот и опыт. Кто-то из нас только начинающий специалист, да, и у него там только полгода опыта в нашей сфере, а кто-то уже там 10 лет отработал, да, и в силу своего опыта, вот какая-то, допустим, самая банальная обычная ситуация, да, в силу своего опыта вы можете думать, что это такая простая проблема, да, то есть, ну как там, не знаю, там, например, не сделать какой-то там слайдер, да, ну, боже мой, это там какие-то 3 строчки кода, да, а начинающий специалист может сидеть и вот в панике думать о том, боже мой, как мне это сделать, да, поэтому в зависимости от опыта мы тоже будем по-разному общаться, и надо это учитывать, вот. Но и, соответственно, из себя, за собой тоже замечать это общение. И еще мы отличаемся нашим бэкграундом. Что именно я имею в виду? И тут главное не путать с опытом, потому что бэкграунд — это то, например, что ну вот, когда я с вами знакомилась, да, я рассказывала о себе, я рассказывала о том, какой у меня есть бэкграунд, да, то есть кем я до этого работала, там, я и в маркетинге поработала, да, там, и даже в сфере там SMM, вот, то есть различные сферы были, вот, и, соответственно, это был мой бэкграунд, который мне может там помочь. У меня могут быть какие-то еще там мои хобби, да, это тоже будет мой бэкграунд того, что у меня там за плечами. Вот, и еще также, когда мы говорим про бэкграунд, кто-то, например, уже там отработал 10 проектов, у него, в принципе, достаточно много опыта, но у него недостаточно, может быть, бэкграунда в плане, он отработал 10 проектов, но они все были связаны только с образованием, да, вот только там 10 сайтов для какой-то, для каких-то обучающих платформ. Но дальше он там приходит на новый проект, и у него будет там проект, связанный там, не знаю, с медициной, например, да, то есть, соответственно, даже в силу большого своего опыта, да, на тех проектах, то у него будет недостаточно этого бэкграунда. Так, я надеюсь, пока что все понятно, я не сильно тороплюсь, просто хочу успеть все рассказать, уместиться в этот час и ничего не упустить. Итак, ну и теперь мы подходим к тому, что все-таки эффективная коммуникация — это успешное достижение результата. Это один из факторов, который вообще влияет на результат, на цель, которая перед нами поставлена. И, конечно, мы можем еще добавить, что кроме коммуникации на результат могут влиять еще там другие факторы, да, но тут может быть очень такой классный пример того, что, например, у нас есть 3
топовых специалиста, они профессионалы в своем деле, они действительно квалифицированные, опытные, все классно. Но у нас была проблема в коммуникации. И в чем это выразилось? Что у нас были поставлены задачи, да, для каждого специалиста, каждый выполнил их на высочайшем уровне, но один специалист что-то там, допустим, даже улучшил, но не передал эту информацию другому специалисту. Ну, допустим, дизайнер сделал там дизайн, что-то там вот скреативил классно, придумал классную идею, но он не передал, как это должно быть реализовано. Фронтенд разработчик это сверстал, все тоже красиво, вот там. И в итоге потом, когда мы реализовываем функционал, вышло то, что мы не добились того результата, который мы хотели. Хотя каждый выполнил на все 100% свою задачу, но из-за того, что мы просто не пообщались друг с другом, не передали какую-то дополнительную информацию, не поделились своим мнением, не поделились какими-то своими успехами, мы просто в итоге не дошли к этой цели, и у нас результат получился совершенно другой. Вот. И он мог быть намного лучше. И вот очень классная картинка, которая именно показывает то, как коммуникация влияет на результат. Так, пока вы смотрите, попью водички. Итак, здесь у нас есть наглядный пример того, что то, как мы передаем информацию, то, как мы общаемся, то, как мы взаимодействуем с друг другом, в итоге повлияет на наш результат. Вот. И, соответственно, он может быть даже вот, в принципе, с наличием одних и тех же элементов, да, вот, но каждый из нас в силу своего там мировоззрения, опыта, вот, там, настроения, что угодно могло повлиять на просто восприятие информации, и в итоге вот мы получаем совершенно разный результат. И вот даже когда к нам приходит клиент, даже у клиента не всегда есть четкое понимание того, что он хочет. Но при общении, при том, когда мы проводим брифинг, когда мы задаем вопросы, когда в данный момент может подключиться специалист там, по разработке, по дизайну, там, и уточнить какие-то для него важные вопросы, мы можем в итоге сформировать изначально какой-то приблизительный вариант того, что должно быть, а уже по мере того, как мы будем выполнять работу, еще добавить какие-то дополнительные вопросы и прийти к тому, что все-таки хотел наш клиент, заказчик. Итак, давайте отвлечемся немножко. Было очень много информации, нагрузила вас. Минутка мемов в студию. Вот, обожаю вот этот, действительно, в команде бывают такие люди. Вот, мне кажется, вот этот мем, он у нас очень похож на проект-менеджеров, которым очень часто приходят с вопросами. Вот, ну и вообще каким-то лидам, тим-лидам. Вот, так. Надеюсь, все слышно, все хорошо. Итак, я на данный момент, наверное, чувствую себя вот как на этой картинке. Вот, надеюсь, мое волнение не видно. Вот, и стараюсь максимально вам все просто и доступно объяснить, рассказать, вот, и поделиться своим опытом. Итак, давайте тогда перейдем к второй части. Итак, это топ ошибок, да, в организации эффективной коммуникации. Итак, начну с того, что вот у нас есть такая прекрасная команда, да, вот, и тут показано очень карикатурно все то, что происходит, когда наше общение не налажено, либо наша встреча происходит просто, назовем это плохо. Итак, первая наша ошибка – это долгие встречи. Действительно,
когда человек очень долго присутствует на встрече, очень долго общается, взаимодействует, коммуницирует, то он устает. Постоянный поток информации, да, постоянный поток вопросов, ответов, он утомляет, даже если вы обсуждаете что-то важное, даже если это действительно какой-то вот горящий момент, все равно долгая встреча это не всегда равно эффективно и там эффективная коммуникация. Лучше организовать встречу таким образом, чтобы она не занимала там больше часа, да, вот так же, как и наш доклад, он не должен занимать больше часа, потому что действительно вам, ну, я и по себе сужу, сложно воспринимать информацию, когда много и долго рассказывают, и даже если мы когда, ну, как-то отвлекаемся, все равно это утомляет, поэтому давайте это не допускать, вот, и помогать в встрече, тем самым ускорять ее. Итак, а, как мы можем вообще улучшить, да, нашу встречу, нашу коммуникацию? А, это составить какой-то список, по которому мы будем идти. То есть вот отсутствие протокола либо повестки встречи, это очень усложняет вообще саму коммуникацию, потому что вы приходите на разговор, а вы не знаете вообще, о чем вы будете говорить, да, вот, ну, вот позвали вас, вот у нас там, не знаю, какая-то встреча, а о чем мы будем говорить? Вообще я нужен на этой встрече, не нужен, вот, или, может быть, вам надо было подготовить какую-то информацию. Поэтому очень важно, когда вы пишете, допустим, мне там надо с тобой созвониться, обсудить, и напишите, что обсудить. Хочу обсудить там новые концепты, хочу обсудить там новые фичи. Вот хочу что-то обсудить и проговорить это человеку, заранее подготовив его к тому, что вы будете обсуждать, и, соответственно, вы уже не будете тратить время на вот эту раскачку о том, что пока человек поймет вас, что вы хотели обсудить. Это намного проще, когда вы уже знаете четко, что вы будете обсуждать. Итак, следующая проблема и ошибка – это когда мы не вовлечены в саму встречу. Конечно, если она долгая, если мы не понимаем вообще, о чем там идет речь, то мы не будем вовлечены. Но помимо этого еще хочу сказать, что вовлеченность это еще и наше внутреннее состояние немножко, потому что мы должны интересоваться процессом, да, вообще, что происходит на проекте. И очень классная позиция того, что даже если вы там менеджер или дизайнер и пришли на встречу разработчиков, возможно, вам будет не все понятно, что они там обсуждают, но попытаться понять, что сейчас обсуждается, какая проблема или что мы хотим улучшить, да, это очень важно, потому что вы, может быть, и не имея опыта там в разработке, да, вы можете просто со своей стороны подсказать, а я могу там что-то нарисовать лучше, а может быть, давайте я там поменяю навигацию, и вам будет проще, и так и функционал станет проще. То есть вот это вовлечение, да, неважно, какую тему мы сейчас обсуждаем, это очень классно помогает, во-первых, эффективно коммуницировать и очень круто влияет потом на результат, который мы в итоге получим. Следующее, наверное, такая боль, вот, когда вроде бы все нормально, вы организовали, у вас есть протокол встречи, вы вроде бы вовлечены, но вы неэффективно тратите время на встречу. Что здесь имеется в виду? Вот у вас есть там 10 вопросов, ну давайте 10 немного, допустим, 5 вопросов, которые вы хотите обсудить, да? Вот тоже здесь, наверное, такой момент, не надо на встречу идти с вот, с вот таким вот списком вопросов, вот, и просто потом утопать во всей этой информации. Не надо, выберите какие-то основные моменты, которые вы будете обсуждать сегодня или там с утра, а что-то вы обсудите потом уже вечером. Вот, как-то разделите эту информацию, не надо очень много всего в одну встречу и в одну коммуникацию закладывать. Итак, неэффективная трата времени может выражаться в том, что вы на один вопрос выделили там 20 минут, вы очень много обсуждали, очень ярко,
И в итоге у вас осталось еще 4 вопроса, и вы их так, ну, бегло начинаете обсуждать, потому что у вас уже нет времени, потому что... Поэтому всегда здесь, наверное, проект-менеджерам больше будет адресовано, хотя, в принципе, каждый из нас может как-то повести встречу, да, там вот как-то ее наладить и там сказать, там, ребята, ну, давайте, может быть, мы это обсудим потом, или вот если мы не можем прийти все-таки к какому-то мнению и решению, давайте пока что возьмем паузу и приступим к следующему вопросу, чтобы на каждый вопрос мы уделили внимание, каждому вопросу мы, ну, мы его проговорили, мы обсудили все, что нас в принципе, волнует. Ну и в итоге мы, конечно же, более эффективно потратили это время. Так, и последнее, что я хотела бы еще сюда выделить, это плохой эмоциональный фон встречи. Тут по разным причинам он может быть, вот, но, например, вы у вас что-то не срослось. Сегодня что-то вот вы не выпили чашку кофе, вы как-то там не успели что-то, там, не знаю, не успели на свой автобус. Ну, в общем, какая-то там череда ваших событий, да, вы недовольны, вы пришли на встречу, и вот, соответственно, вы создаете плохой эмоциональный фон, да, вот, либо вообще, может быть, другая ситуация, там, все как-то раздражены, всем что-то не нравится, все недовольны. Мой подход то, что вы можете всегда обсудить в команде, что не так. Вы можете там задать вопрос о том, что, ой, у тебя там все хорошо, все ненормально, поинтересуйтесь. Вы команда, вы работаете вместе, поэтому не будет ничего такого, если вы поинтересуетесь. И человек тут, конечно, сам принимает решение поделиться с вами или там, не рассказывать, что у него произошло, да, вот. Если поделиться, то это хорошо, вы можете как-то перенести потом это в шутку, сказать, да ничего страшного, да давай сейчас после нашего там митинга пойдем и попьем то кофе, да все окей, вот как-то, не знаю, поделиться там своим опытом. Да, у меня тоже была такая же ситуация, и таким образом вы наладите эмоциональный фон встречи, вот, у вас наладится коммуникация и эффективность уже того обсуждения, да, там, того вопроса, который вы будете а, обсуждать, это будет намного эффективнее, чем вы бы вот в этом таком плохом настроении все-таки продолжали, не обращая внимания на человека. Вот. Ну, конечно, бывают ситуации, когда действительно что-то плохое случилось, тоже не надо лезть в душу к человеку, и не надо прям, давай, нет, расскажи нам. Возможно, давайте тогда его оставим, да, как-то не настолько растянем эту встречу, более быстро проведем ее, и может быть, даже там перенесем и скажем, давайте там вторую часть мы обсудим чуть позже. И можно там one-to-one встретиться с человеком, да, или там, ну, там написать, узнать, а все ли у тебя так, может быть, я могу чем-то тебе помочь, вот, может быть, там какая-то там проблема в процессе, может быть, еще что-то. В общем, разобраться в причине, почему так происходит. Вот. Так, снова поток информации. Надеюсь, я не сильно быстро говорю. Вот. Итак, далее мы прерываемся на минутку мемов, чтобы я выпила водички. Вообще, вот эти котики справа мне очень напоминают некоторые мои команды, с которыми я работаю, которые я очень обожаю. Вот. А разработчиков вообще тем более обожаю. Ну, вообще всех. Вот. Это сейчас кто-то может обидеться. Итак, ну что, если вы немножко отвлеклись, вот, немножко расслабились, когда же еще мамочки посмотреть, как не на работе? Вот. Так, давайте тогда приступать дальше. И обсудим такой момент, как конфликты коммуникации. Это хорошо или плохо? Изначально, когда, наверное, я только начинала работу в IT, вообще как project менеджер, мне казалось, что конфликты это так плохо.
вообще лучше их не допускать, и я, наверное, тоже старалась их избегать, но спустя какое-то время я поняла то, что конфликты это, скорее всего, лучше, и это на самом деле реально хорошо, чем их отсутствие. И вот сейчас я хотела бы, чтобы мы рассмотрели 5 стратегий поведения в конфликте, из которых мы сделаем какие-то выводы, чем же все-таки конфликт это хорошо, больше хорошо, чем плохо. Здесь минутка будет психологии о том, что какие все-таки бывают стратегии, да. Вот здесь я ничего от себя не добавляла, это все уже давным-давно есть прописано. Итак, первое это соревнование, конкуренция. Вы такая себе акула, вы очень ярко высказываете свое мнение, вы нападаете, вы отстаиваете свою позицию, и при всем при этом вы не слышите других. Что является, конечно же, минусом в командной работе, потому что вы будете только ставить свое мнение, свои интересы, и другого мнения вам как бы будет, вам оно будет неинтересно, что является нехорошо. Дальше. Вторая стратегия – это приспособление, улаживание. То есть вы такой себе плюшевый мишка, или как я в мультике говорила, давайте жить дружно. Вы на все там какие-то конфликтные ситуации, не, хорошо, вы на все соглашаетесь, и клиенту сказали, что все хорошо, да, мы все сделаем, и разработчику сказали, что да, все хорошо, там сроки не день, а 3 недели, да. В общем, вы нигде не хотите даже начинать конфликт и конфликтные ситуации, да, которые, в принципе, не являются такими большими конфликтами, но в целом уже какая-то разница во мнении, и вы себе такой плюшевый мишка, что тоже является не очень хорошо, потому что в итоге начинается сыпаться очень много проблем, потому что вы всем сказали, что да, хорошо, а так не может быть, да, то есть чтобы все было как клиент захотел, как дизайнер захотел, как разработчик захотел. К сожалению, так не получается. Дальше, следующая наша стратегия поведения – это избегание, да? Уклонение, это я называю, там тоже называется черепаха, да, вы себе ждете, наблюдаете, вы не как в прошлом, приспособление, вы там говорите да, все, а вы просто избегаете, то есть вы не говорите ни да, ни нет, вы клиенту сказали, да, мы подумаем, разработчику тоже там, что-то придумаем, и там где-то, там и дизайнеру сказали, мы уточним, и в итоге, что у нас получается, снова назревает очень большой конфликт, потому что проблема не решается, она только усугубляется, она только становится больше и больше, да, потому что все-таки решение здесь будет идти все равно через конфликт. Дальше. Следующий вариант – это компромисс, либо ИСа. Компромисс в целом это неплохая стратегия поведения, но я все-таки хочу сделать акцент на том, чем она плоха. Потому что, смотрите, лиса – это вы, например, уступили в чем-то, да, то есть вы готовы там где-то, ладно, хорошо, сделаем мы как вы хотите, но вы, соответственно, ждете и от клиента, например, что он вам тоже уступит. Окей, мы вам сделаем там, не знаю, вашу зеленую кнопку, хоть она нам вообще не нравится, но помимо этого давайте нам еще там, не знаю, неделю отпуска, допустим. То есть вы всегда будете искать какую-то выгоду для себя. То есть это будет такой компромисс, что типа я где-то уступлю, но и вы мне сделаете что-то хорошее. То есть но в данной ситуации вы не будете полностью идти на контакт в том плане, что все равно это
это будет какая-то маленькая уступка, это не будет конкретное решение проблемы. Так, и вот пятая стратегия, к которой, конечно, хотелось бы прийти в каждой команде, вот, это сотрудничество, это сова. Это тот случай, на самом деле, мне очень приятно, когда я вижу в большинстве своих команд вот, то, что именно данную стратегию выбирает надо. Чем она хороша, вот, я даже не вижу никаких минусов, потому что вы всегда готовы выслушать мнение собеседника, вы всегда готовы пойти на уступки. И точно так же и ваш собеседник, вот это сотрудничество, он делает то же самое. Он тоже готов где-то уступить, где-то поменять, где-то вот, может быть, ну, не идти на компромисс, но вот как-то решить эту ситуацию. То есть вы нацелены на то, что вы хотите решить ситуацию, и вы вкладываетесь на 100%, и второй человек тоже будет вкладываться на 100%, да, в команде. То есть вот это называется уже сотрудничество. Это не так, вот я там тебе там что-то сделаю, да, вот, и вот ты мне тут где-то уступи. То есть здесь вы на все 100% отдаете своей работе и нацелены на результат. Так, надеюсь, это было понятно. Вот, так, хорошо. И давайте идем дальше. Мы сейчас с вами обсудили разных животных. Хочу немножко разбавить наш чат, хочу немножечко вас отвлечь, чтобы вы посмотрели на этот слайд и определили, кем вы являетесь на рабочем месте. Вот. Может быть, кем вы иногда являетесь на рабочем месте. Потому что мы не все такие милые котики, мы иногда ассоциируем себя с такими там какими-то зайчиками очень умными, вот, и там и всякими белочками. Ну, хотя иногда, мне кажется, мы все можем быть вот таким вот котенком на на второй картинке, да, вот, и также и на седьмой картинке, в зависимости от того, мне кажется, второй это перед сдачей проекта, перед релизом, вот, возможно, вы согласитесь. Так, хорошо, смотрю тут. Очень много седьмых. Что это? Такие сонные котята. Вот. Ага. Так, вижу еще пятый и третий есть вариант. Да, мне пятый очень нравится, очень милашный такой вот. Так, хорошо. Отвлеклись немножко. Вот, я надеюсь, не все так скучно и печально на докладе, поэтому можем переходить дальше. И сейчас я бы хотела вам рассказать о 9 принципах улучшения взаимодействия и общения в команде. С помощью этих принципов мы можем настолько эффективно наладить нашу коммуникацию. И если вы сейчас думаете, что я прям что-то вам такое сверхъестественное расскажу, то нет, к сожалению, такого не будет. Я когда готовилась к этому докладу, тоже подумала о том, что на самом деле, в принципе, даже эффективная коммуникация и в жизни она очень важна. Это не только коммуникация в команде, там, в командной работе, это еще коммуникация вот просто с вашими друзьями, родственниками, семьей, да, и очень много где принципы у нас повторяются. Итак, давайте тогда перейдем к первому. Это не перебивать собеседника. Очень часто на созвонах, да, мы можем быть эмоциональными, мы можем вот уже не сдерживать свои эмоции, вот прям вот нам надо сейчас сказать, но давайте все-таки уважать друг друга, уважать собеседника и думать о том, что вот он сейчас закончит свою мысль, и мы дальше тоже сможем рассказать свою мысль, потому что человек может там сбиться, потом как-то недорассказать, вы можете не так понять, вот, и в целом перебивать это, ну, как бы культуру общения тоже никто не отменял, поэтому я считаю, что очень важно все-таки придерживаться ее. Да. Следующее – это не заканчивать мысли за других. Очень важно. Дайте договорить человеку. Вот услышьте его мысль до конца. Вот прям вот все, чтобы он проговорил, а потом
уже проговаривать, ну, говорите уже свою мысль. Потому что когда вы заканчиваете мысль за другого человека, вы можете ненароком его сбить, может быть, с гениальной идеей. У него там был какой-то порыв, а вы вот закончили свои мысли, и ему уже как-то стало и неловко, а может быть, он как-то там что-то, какую-то глупость хотел вообще сказать, да, или как-то, ну, давайте дождемся, выслушаем мысль и не будем договариваться за другим. Следующее. Ну, сейчас, конечно, за счет того, что мы перешли в формат онлайн, да, и очень часто мы не можем встречаться там, вот так вот вживую. Вот я все-таки рекомендую включать веб-камеру, вот, и поддерживать зрительный контакт в диалоге. Очень приятно видеть собеседника, очень приятно видеть а, вообще, что, ну, как он там реагирует, да, там, как он там жестикулирует. То есть, просто видеть собеседника, это очень приятно, и поддерживать вот этот зрительный контакт очень важно, потому что, ну, возможно, тут тоже еще есть такой фактор, когда там вы видите своего собеседника, да, и он там начинает там смотреть на потолок, смотреть на очень интересный узор, там, не знаю, на ковре, еще что-то. И вот как бы получается, что этот зрительный контакт утерян, и, ну, какое-то такое получается, вот вы вроде бы говорите ему, да, а он как будто вас не слышит, да. Поэтому давайте вот поддерживайте этот контакт в диалоге. Так, следующее. Давайте еще активно слушать друг друга. Я считаю, это очень важно, потому что, ну, бывает такое, действительно, там, встреча на 40 минут, вам надо обсудить очень много всего, и вы там как-то теряетесь в какой-то момент, там 10 минут выпали и неактивно слушали, в итоге вам задают вопрос, а вы такие, а что, а почему, давайте, повторите, пожалуйста. И как бы у собеседника, конечно, появляется такое чувство, ну, назовем печальки, да, вот, потому что он понимает, что вы были невнимательны, вот, это не означает, что вы должны постоянно так, ага, да, да, то есть не надо прям вот чересчур проявлять эту активность, но просто умение слушать, это действительно очень важно. Вот, если вы хотите, чтобы вас слушали потом, то, соответственно, давайте и слушать других, когда они что-то вам рассказывают. Так, дальше. Давайте еще задавать вопросы. Это очень важно, и давайте не стесняться. Задавать иногда, вот вроде бы вам кажется, что это глупый вопрос, да? А лучше вы его зададите. Вообще считается, что лучше задать глупый вопрос, чем сделать глупую ошибку. Потому что вот вы сейчас уточнили, задали, как вам казалось, глупый вопрос, но потом у вас не появилась какой-то проблемы там, в дизайне, в разработке, в тестировании, и вот так вот оно пошло-поехало, то есть такая цепная реакция получилась, да? Поэтому давайте задавать вопросы, вот, и так же само, когда нас задают вопросы, реагировать на них не так, что, о, боже мой, ну это ж такая элементарщина, вот, потому что давайте вспомним начало нашего доклада, что у нас разная квалификация, у нас разный опыт, у нас разный бэкграунд, и если для вас вопрос может быть такой простой и банальный, то для другого человека он может быть действительно очень важный, и в данный момент, так как вы команда, вы нацелены на результат, то это может улучшить его в конечном итоге. Итак, пара фраз. Ну, таким тоже я вот часто пользуюсь, и мне кажется, это тоже пригодится, в принципе, всем. Вот там человек, может быть, много что-то вам рассказывал, а вы потом можете как бы подытожить его мысль и парой фраз просто проговорите ключевую там, ну, вот вы там обсуждали какую-то тему, да, вот, и в итоге, там, например, project manager может сказать, что итак, значит, ну, если я тебя правильно понял, вот, мы на этой неделе там, завершаем делать эту, ну, заканчиваем делать эту страничку, приступаем к этому функционалу, а вот это мы там сделаем дальше. И вот такой вот
ну, буквально одной там фразой вы сразу уже э, вот этот момент недопонимания, да, вот, все исчерпаете. То есть все поняли, и если вы неправильно поняли, вас человек перебьет, что не стоит делать, да, вот, вас человек дослушает и скажет, что, ну, не совсем так, вот давайте все-таки еще раз пройдемся. Так, читаю ваши комментарии. Так, отвечать не спеша. А, мы очень разные, у нас очень разная подача информации, да, вот, и кто-то очень быстро тараторит, вам рассказывает, потом задает вопрос, и мы ожидаем такого же быстрого ответа. Давайте, во-первых, собеседнику подумать, вот, как-то вашу информацию вот, уловить, все, и потом ответить, да, так же самое и вы. Не спешите отвечать, вот прям вот сразу подумайте, возьмите себе буквально пару секунд, либо просто проговорите человеку, так, сейчас, да, я подумаю, можете проговорить даже вот эту пару фраз, задать еще вопрос и потом ответить, чтобы ваш ответ был, ну, максимально полезным для вашей команды. Дальше. Следующее – это контролировать свой тон. Ну, тут я вообще, наверное, не буду сильно много разглагольствовать, потому что действительно, даже если вы на эмоциях, даже если вы там вот что-то такое, ух, печальное произошло, какая-то там прям вот все, большая поломка, контролируйте свой тон, не позволяйте повышать его, не позволяйте каким-либо образом обижать человека, потому что вы работаете вместе, вы нацелены на один результат, и такое минимальное вроде бы неуважение, да, вот, оно очень плохо влияет в дальнейшем на коммуникацию и, соответственно, уже про эффективность никакую и даже и речи идти не будет. Вот, и слава богу, я с таким не сталкивалась, и, в принципе, в моих командах все хорошо, и, надеюсь, и так дальше будет. Вот. Но в любом случае давайте себе отчет, каким тоном вы говорите с человеком. И опять же таки, это может быть не только повышенный тон, это может быть какой-то с высоты полета. Да? Вот. То есть давайте вот просто быть в доверительных отношениях друг к другу. Итак, следите за жестами. Я, например, в последнее время заметила, что я люблю очень много жестикулировать, да, вот, но есть люди, которые там, их может это отпугнуть, и когда вот вы вот так вот эмоционально жестикулируете, вот они могут как-то вот, и если вы еще там рассказываете что-то там про какую-то проблему, еще вот так вот нагнетаете, ну, человек может зажаться, то есть смотрите еще за реакцией, как вообще все происходит, поэтому, может быть, иногда надо поспокойнее что-либо рассказывать, вот, и как бы немножечко себя вот, останавливать. Так, дальше. И вот теперь, сейчас мы прервемся на секунду. Я бы хотела это все подытожить тем, что чтобы научиться правильно общаться с людьми, нужно принимать во внимание тот факт, что практически все имеет значение. Вот смотрите, мы с вами обсудили так много фактов, так много моментов, и в итоге, если подвести черту, то да, наш мастер скажет нам, что имеет значение все, действительно, то, что говорите, то, как говорите, то, какие эмоции испытываете, то, как понимает ваш собеседник вас, то понимаете ли вы там, какие эмоции испытывает ваш собеседник, какой язык тела вы используете, да, то есть настолько много моментов влияет на вашу коммуникацию, на эффективность вашей коммуникации, вот, что эти все факторы, они, я не могу сказать на все 100%, что если вы сильно там как-то эмоционально говорите, то это плохо, вот, просто, возможно, здесь еще важно понимать, какой перед вами человек, да, и понимать, что он не хочет вас там наругать, и у него там нету никакого там плохого настроя, он просто сам по себе такой, вот, поэтому не надо как-то негативно воспринимать его там, язык тела, да.
Вот. Итак, а, дальше. Мы подходим к концу. Что я вам рекомендую почитать? Если кому-то интересно, конечно. Вот. Я потом, если что, буду написать еще, либо скинуть эту презентацию. Итак, очень классная книга «Пять пороков команды» Патрик Ленсиони. Мы недавно читали там, с коллегами эту книгу. Очень хорошо, легко написано, доступно, понятно. Вообще просто рекомендую. Очень маленькая, не на 3 тома, вот, и все очень классно, то, что описано на ситуации, вот, на примере какой-то там виртуальной команды, вот, и вот как бы как происходит коммуникация, какие там есть недостатки, недочеты. Еще для тех, кто изучает английский, для тех, кто вообще любит читать на английском. Вот. Ну, кстати, даже для новичков эта книжка будет тоже несложная. How to Talk Absolutely Anyone. Это очень классно. Вообще, я еще ее давно читала, просто для общего развития о том, как эффективно коммуницировать с людьми, о том, как эффективно общаться, как находить подход. Очень классно, очень доступно. Вот. И плюс еще можете потянуть английский. И последнее – это конфликт, как направить энергию разногласия в мирное русло. Очень классная книжка, мне тоже понравилась, потому что мы проговорили, ну, я вам проговорила о том, что конфликт это больше плюс, чем минус, да, все-таки. Вот, потому что в конфликте у нас всегда, ну, в споре рождается истина. Вот, поэтому главное конфликт направить в правильное русло, вот, чтобы конфликт решил вашу проблему, а не только сделал ее хуже. Вот. Я надеюсь, все было понятно. Большое спасибо вам за внимание. Так, сейчас у нас остается еще 10 минут. Вот, я хотела бы, наверное, ответить на какие-то ваши вопросы, если что, вы можете писать. А, Так, вот у нас есть вопрос. Если сам человек такой экспрессивный, эмоциональный, вводит тебя в дискомфортное положение этим, но не имеет ничего плохого в виду, как с таким взаимодействовать? Смотрите, вот классный вопрос, вот, потому что, допустим, вот у меня есть команда, да, вот, и у меня есть там очень там, такой эмоциональный дизайнер. Что я могу сделать с этим? Вот? Во-первых, давайте устанавливать доверительные отношения, если это для вас уже прям совсем какая-то эмоциональная, ну, вот прям чересчур эмоциональная реакция, то проговорите человеку, что, ой, ну, в такой шутливой форме, что, боже мой, ты такой эмоциональный, просто я прям даже не знаю, что делать. Ну, вот как-то так. То есть обратите, пожалуйста, внимание сначала человека. Может быть, он и не замечает. Вот. То есть он задумается над этим, как минимум. Дальше, если вот вы знаете, что он такой, вот, ну, я обычно принимаю таких людей, вот, потому что, конечно, мы не сможем как-то переучить человека и сделать его менее эмоциональным, более спокойным. Конечно же, нет. Возможно, нам надо его принять таким и научиться взаимодействовать с ним, научиться коммуницировать. Например, если он там сильно раздражен, или там чем-то недоволен и как-то вот прям взаимодействует так как-то эмоционально, то вы можете сказать так, ну, давай ты сейчас успокоишься, и мы созвонимся, потому что мне вот дискомфортно. Вот. Я за то, чтобы всегда честно сказать, что, ну, вот, не знаю, как-то вот я не поняла тебя, мне как-то некомфортно. Вот, ну, потому что человек это может, вот как вы написали, делать не из-за того, что он хочет что-то плохое, да, вам, а просто вот он сам по себе такой. Может быть, он как-то подстроится под вас. Так, есть такие с характером, что когда что-то рассказывают, прям за руки хватают, показывая, это трэш. Да, действительно, есть прям очень эмоциональные люди, вот, но, опять же таки, в коммуникации вы можете проговорить это все, вы можете сказать, что, ой, ну, для меня это чересчур, ой, можешь, пожалуйста, там
ну, спокойнее реагировать, вот. Либо, когда вы видите, что вот это сейчас будет реакция, ну, значит, надо просто ее избегать. Вот тот случай, когда избегание конфликта, возможно, вам поможет, да, и вот когда человек успокоится, вы все-таки вернетесь к этому вопросу и спокойно решите все. Да, зона комфорта. Ну, я думаю, что мы все равно в том или ином, в той или иной степени выходим из своей зоны комфорта, иногда подстраиваемся под людей, вот. Но это тот случай, когда вы поступаете мудро, да, как сова, вот, что вы все вместе работаете над одним проектом, вы хотите получить крутой результат, и только для того, чтобы у вас все получилось, а, это, ну, только при таком условии, что вот вы будете взаимодействовать и коммуницировать правильно, у вас будет классный в итоге, не знаю, продукт, дизайн, в общем, что-то. Так, у меня уже пропал чат, не знаю, кто-то там еще нас слушает. Сейчас проверим. Так, а, Так, еще вопрос по коммуникации. Мой коллега, с которым мы несем совместную ответственность, избегает ее и перекладывает на меня. Как с таким работать, чтобы достичь уровня совы? Мгм. Кстати, да, очень тоже классный момент, и он описан в книжке «Пять пороков команды», вот, о том, что перекладывание ответственности, да, то есть, ну, человек считает, что вот он выполнил, да, там, ну, свою там, какую-то задачу, да, вот, или и все остальное это его не касается. Но мы же понимаем, что все-таки проект это такое целостное что-то, что не может быть такого, что вот прям отдельная задача не касается ничего другого. В таких случаях я обычно объясняю человеку, что во-первых, ответственность лежит на всех, на всей команде, да, то есть ответственность за дизайн лежит не только на дизайнере, она лежит на лид-дизайнере, она лежит на проект-менеджере, потому что дизайнер, он, да, он может сделать, но обязательно лид-дизайнер должен проверить, должен посмотреть, должен подсказать. И не надо перекладывать ответственность за то, что он что-то там не учел, он что-то там где-то не заметил. Мы каждый в команде ответственен за это. И еще также, допустим, тестировщик и SEO-специалист. Вот, все вкладываются, и все должны вкладываться на все 100%. Просто таким людям, наверное, надо объяснять и показывать еще наглядно, что насколько вот это перекладывание ответственности, да, оно влечет к тому, что результат у нас не такой классный. Вот, и он мог быть намного круче, если бы мы работали все сообща, да. Вот, если бы, например, дизайнер просмотрел, что там нет никаких ошибок, лид-дизайнер зашел, просмотрел, что там у него тоже нет никаких ошибок, и еще проект-менеджер зашел и проверил своим свежим взглядом, все ли так, а может быть, ну, это человеческий фактор, может быть, мы реально не учли какие-то там пожелания клиента, которые могут забыть и дизайнер, и дизайнер. Ну и так же самое и по разработке. Здесь, в принципе, это касается любой команды, процессы везде одни и те же. Так, хорошо, у нас остается 3 минуты. Вот, я думаю, что если у нас больше нет вопросов, то можем заканчивать. Вот. Сейчас я еще раз проверю. Так, спасибо большое. Я старалась быть полезной, я действительно старалась рассказать это все просто, вот, и понятно. Спасибо вам большое, что вы уделили этот час, это время и послушали. Надеюсь, что-то для себя полезное вынесли вот с этого. Чем-то будете пользоваться, будете не забывать про какие-то принципы. Вот, поэтому ой, спасибо, спасибо. Мне очень-очень приятно. Вот. Я вообще считаю, что у нас очень классная команда, приятные слушатели. Вот. И действительно, командная работа– это
эффективная коммуникация, это взаимодействие каждого из членов команды. И вот давайте быть мудрыми и приходить все-таки к сотрудничеству в решениях конфликтов. Это очень важно. Так, ну все, хорошо, спасибо. Я с вами прощаюсь. Вам хорошего дня, хорошего настроения, продуктивной недели. Не забываем, что действительно среда уже, вот еще 2 денечка и будут уже выходные, так что все, всем хорошего дня, вот, и продуктивной недели. Все, пока-пока.